Для того, чтобы прошить H743 Wing или Slim, неважно, подключаем его по USB зажатой кнопочкой Boot. Далее идем на сайт firmware.ardupilot.org, качаем интересующую нас прошивку, в данном случае я буду шить коптер, и меня интересует, конечно же, стабильная версия 4.1.3. Далее необходимо выбрать либо просто прошивку Matek H743, либо Matek H743 BD-Shot. Поскольку я хочу использовать регулятор BLHeli-S в режиме с поддержкой Bidirectional D-Shot, то я и заливать буду вот эту именно самую прошивку BD-Shot. Для самолета я бы выбрал просто Matek H743 без всякого BD-Shot, потому что там кое-что работает некорректно. И качаю обязательно Ardocopter WizBL. Это означает, что она с загрузчиком. Далее запускаю STM32Cube Programmer. Жму обновить и, собственно, нашелся чип. Всегда в первый раз шью я через STM32Cube Programmer. Я не использую iNav или Betafly, потому что через них не всегда шьется. А через STM32Cube Programmer шьется железобетонно. Далее выбираю файлик, где тут кнопочка Open File, вот, и скачанный файл Ardocopter. И нажимаю Download. Прошивка загружается. Готово. Прошивка загружена. Можно отключиться. Переподключить питание, чтобы перезагрузить его. Вот, видите, сразу же заморгали светодиодики. Теперь можно уже запускать Mission Planner и подключаться к полетнику, собственно. Устройство не опознано. Давай еще раз перезагрузим. Так, выбирать нужно в случае с полетником H743 компорт, который Ardupilot Mavlink. Готово. И далее можно настраивать наш коптер. Но об этом в дальнейшем видео. Если было видео полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.